Ну что, всем привет. Я надеюсь, что мы будем попадать в кадр. По крайней мере, пока попадаю только я без лошади. В общем, это Хатхор. Ей в мае будет 2 года. Мы сейчас вышли заниматься. У нас будет тренировка. Для вас это будет озвучено закадровым голосом. А мы пошли. Итак, на самом деле я думала, что объем нашей тренировки будет куда больше, и озвучивать здесь будет куда больше чего, будут разные моменты, но по факту получилось так, что Хатхор нервничала, из-за этого сложно было что-то делать. Я решила начать с того, что она точно делает хорошо. Она абсолютно хорошо идет вперед, останавливается и идет назад. Ну как, абсолютно хорошо было полгода назад, я не знаю, как сейчас. В конюшне, когда надо выходить из денника, она бывает моментами встает, ее нужно уговорить выйти, уговорить пойти. В принципе, затупы бывают. Но сегодня, когда мы вышли на манеж, это у нее получалось прям идеально. Даже, к моему удивлению, команда назад просто отлично. У меня Ляля так не пойдет. Ляля, если что, для тех, кто не постоянный зритель, это моя старшая лошадь, которой 20 лет в этом году. Она как бы много чего умеет, но базой с ней я не занималась. Поэтому некоторые моменты, да, у нас проседают. Здесь вот прекрасно видно, как мы идем назад. И, по сути, я не оказываю почти никакого воздействия. Все мое воздействие, которое оказывается на Хатхор, это слово «назад», и я иду назад сама и чуть-чуть начинаю давить на недоуздок. Прям вообще чуть-чуть. Здесь я хотела попробовать поучить с ней уступки, потому что в пределах конюшни с этим есть некие сложности. Не то чтобы сложности, просто она иногда, если ее толкать в круп, иногда она уступает, иногда нет. В прошлый раз, когда мы выходили, это у нее тоже не очень получалось, но она была спокойна, я это пробовала и пробовала. Здесь я понимаю, что я пробую это мягко, реакции вообще нет никакой совсем. Здесь я перевернула хлыст, пробую пожестче, реакция сначала есть, а потом вот, видите, какие-то нервные скачки. Я попыталась, я попробовала. У меня на самом деле в планах было еще махать хлыстиком с разных сторон, над головой, у головы по-всякому по-разному, ее трогать, что-то делать как-то, не провоцировать, конечно, но некоторые такие стресс-факторы ей представлять, чтобы смотреть, как она реагирует. Если что, я знаю, что к хлысту у нее, в принципе, нет вопросов, что она его, и не боится, но и не уважает. Я знаю, что все нормально будет. Здесь я все еще пытаюсь сделать какую-то уступку. В тот раз у меня с шеей получалось хорошо, с крупом нет, поэтому, с передом хорошо, с задом нет. Поэтому здесь я пробую сделать, попросить ее уступку задом, попросить ее уступку передом. Потом я в какой-то момент все-таки поняла, что нет, это не вариант, и у меня не получится. И я предлагаю ей пройтись. Вот видите, мы прошлись. Я не просила у нее рысь, это она сама. Поэтому я не стала ничего сложного ей давать, учитывая, что до того, как мы вышли заниматься, она со мной абсолютно без проблем, абсолютно без вопросов вышла из денника, прям как взрослая лошадь, просто я ее подошла, пристегнула уверенно, и мы с ней вышли. Опять же, для тех, кто не знает, это уже для Хатхор достаточно такое, показательный момент, что она просто взяла, вышла, не испугалась, не ступила, ничего. Мы с ней пристегнулись на развязке, по-взрослому. Стояли, чистились как взрослые, пшикались, стояли как взрослые, все было отлично, все было идеально. Я ее чистила Magic Brush'ом и с меткой, и когда я Magic Brush с меткой чистила, ей был очень страшен этот звук. Она дернула голову наверх, но потом все нормально. И стояла очень хорошо. Потом мы с ней вышли на манеж, на улицу очень хорошо. Мы открыли двери, мы вышли на манеж. Там был жеребец. Она себя вела хорошо, она меня слушала. Но все то, что было до этого, да, это момент, где, в принципе, конкретно для Хатхор это уже тоже можно считать тренировкой, потому что это происходит редко. И на развязках чистится она, по-моему, 2-й раз, прям чтобы, может быть, 3-й раз, да, 4-й, я не знаю, чтобы полноценно. Скорее где-то 2-й, 3-й. Чтобы пристегнутой быть с 2 сторон, и чтобы я просто стою ее чистила, это 2-й раз. То, что до этого, это, знаете, одна развязка пристегнутая, другую держит человек, либо человек там стоит на развязках, но суммарно всего, именно в проходе она чистилась, раз 5 максимум, прям максимум, она у меня почти год. А полноценно на развязках, как взрослая, пристегнутая сбоку, 2-й раз было. Уже можно сказать, что тренировка. И когда мы вышли с ней на манеж, я ей даю лакомство, а она, в принципе, пищевик. Ты ей еду даешь, она уже туда залетает, как я не знаю что и во что. Я даю ей лакомство, она его берет, но не жует. Она уже на стрессе была. А потом уже жеребец ушел, стресса стало еще больше, и поэтому она немножко выключилась. Я решила, что окей, будем, значит, с ней делать то, что у нее получается хорошо. Будем делать то, в чем ей не нужно напрягаться, то, что ее не будет раздражать и бесить. Просто походили,
поделали остановки как раз-таки и пошагали назад. Постояли, подумали, подышали. Мне было здесь важно то, что она спокойна, она меня слушает, она делает то, что мне нужно, и что ей это не тяжело. Конкретно сегодня я поняла, что учить ее ничему не буду. Просто она вот вышла из конюшни одна. Все дома. Все что-то делают. На улице нет никого. С улицы увели последнего коня. Она одна. И она молодец. Она все равно со мной, она все равно меня слышит. И вот мне это важно, чтобы она не вырывалась никуда, чтобы ничего... Смешная такая, она как голубь какой-то, как птенец. В общем, я думаю, что вы поняли, чего я хотела. Да, я планировала, что мы позанимаемся, что мы чему-то поучимся, но в конечном итоге лучше я с ней вот пройдусь вот так вот спокойненько, чем мы с ней будем обе нервничать, за что-то драться, я буду чего-то добиваться, она будет настаивать на своем или переживать еще больше. К чему нам эти нервы? Мы, в конце концов, никуда не торопимся, ни к чему не спешим, поэтому сегодня вот так. В следующие разы, да, у нас, конечно, будет что-то другое, более объемное. В общем, сегодня все получилось супер-супер коротко. С нами был жеребец. Жеребец ушел, он начал чуть нервничать. Поэтому уступки мы не делали. Я решила остановиться на том, что у него хорошо получается. Поэтому вот, да. Всем спасибо, кто смотрел. Следующее наше занятие, я надеюсь, будет понаполненней.